Собирались мы сегодня встать в 6 часов утра, а вышло как обычно. Только в 9 проснулись, пока позавтракали уже 11. Сегодня наш путь лежит в сторону Вулиагмени. Это один из самых дорогих и престижных курортов Греции. Рядом с морем растут сосны и эвкалипты, насыщающие воздух полезными свойствами. Но наша цель не морской пляж. Ребят, всем привет! Сегодня мы приехали в одно потрясающее место, и мало кто из туристов знает, что такое место есть совсем неподалеку от Афин, в 22 километрах. Как сюда добраться, я вам оставлю вот здесь подробную информацию. Вы можете доехать на метро плюс автобус 122, ну либо же брать такси. Такси обойдется вам, из центра Афин приблизительно в 35-40 евро, смотря откуда вы будете ехать. Идем! Озеро Вулиагмени. Вот я вам покажу цены на такси из озера в разные места. Там ужасно через водоросли идет. Мы идем искать места, все шезлонги заняты, и мы будем ждать, пока что-то освободится, и будем пока где-то вот здесь размещаться за столами. Озеро термальное, и температура воды в нем не опускается ниже 22 градусов, а летом доходит до 30, благодаря горячим источникам в 50 метрах от озера. Такой кайф. В этом озере живут рыбки, гора руфа. Помните, я много раз вам показывала, и в Берегово мы были, в термальных бассейнах. И вот здесь эти рыбки в природном варианте, и просто ты стоишь, и они твои ноги покусывают, как пилинг делают. И это так щекотно. Дети вон сели, балдеют. Сейчас покажу. Спускаемся. Рыбки уже окружают нас. Щекотят, да? Рыбки очень добрые. Они больно не укусят. Они добренькие-добренькие. Идем на лестницу. Сейчас Даня покажешь. Даня придет, покажешь, какие рыбки. Боже, на рукавнике это мое спасение просто. Я бы с ума сошла, если бы их не было. За ней просто смотреть нереально. Она везде бежит, глубины не боится. Это реально страшно. Я боюсь рыбок, я не хочу, что меня обливали. А они, если ты шевелишься, они не подплывают близко. Нужно стоять и не двигаться. Ну что у вас там? Рыбки щекотят? Алиса, она плывет к рыбкам. В центре озера находится пещера, голубой колодец дьявола. Дно озера – это целая система карстовых пещер, через которые проходят подземные воды, содержащие радон. Озеро Вулиагмени признано лечебным. Надо не двигаться. Тая не двигается, и они потихоньку подходят к ее ногам. Только начинаешь шевелиться, они отплывают. Они от меня стукаются. Вон у дяди на ногах там их куча сидит. А можете поймать ее как-то? Нет, ты не замерзла? У нас Алиса вредитель, потому что она этих рыбок разгоняет. Только встанешь, замрешь, Алиса подплывет, ногами пошерудит, и они все разбегаются в стороны. Давайте Алису туда ко мне. Даня боится рыбок. Даня боится именно не укусов рыбок, а что они могут быть антисанитарными разносчиками каких-то заболеваний. Но я считаю, что это невозможно в озере, по крайней мере, так точно. Вот в резервуарах, когда есть сеанс терапии этими рыбками гора руфа, там, конечно, можно подцепить какой-то грибок, потому что там, возможно, не всегда меняют воду вовремя. Вот. Но здесь в озере это нереально, это, наоборот, даже очень полезно. Вон там есть градусник, точнее табло, на котором показывается температура воды, и там сейчас пишется 28 градусов, но вода, мне кажется, чуть-чуть прохладнее, но плавать очень комфортно. Слышно только Таю, как она орет и визжит. Все тихонечко плавают, и сзади крики эти постоянные. Потому что она у нас громкая. Она просто рыбок боится, и когда они щекочут, она в шоке. Визжит. Даже Алиса так не кричит, как она. Целебная вода излечивает различные кожные и гинекологические заболевания, болезни нервной системы, а рыбки гора руфа делают нежный пилинг ног и тела. Это очень приятно. В общей сложности в озере есть 14 подземных туннелей. Один из них является самым большим в мире. Его длина составляет 800 метров, а ширина от 60 до 150 метров. Я хочу сказать, что мы здесь, с этой стороны озера, в очень хорошем месте. Потому что на противоположной стороне, где шезлонги, сейчас я вам покажу, сколько народу. Алиса, покажем? Она показывает свою булочку, и что она опять голодная, она постоянно голодная.
Вот, посмотрите, сколько там всех. И там реально на лестницах сидят, пройти тяжело. Я люблю более спокойные места. И сегодня вообще отличный день у нас. Пока Алиса не заметила, я уплыла. Дети пытаются приманить рыбку в это ведерко и поднять, чтобы ближе ее рассмотреть. И, конечно же, потом выпустить. И пока не получается, потому что Алиса шевелится. Алиса раскрошила яйцо, желток, в воду. И вон они потихонечку его пробуют. Ага. Вон еще какая-то большая рыбка пришла. Смотрите, как они кушают яичко, Алисина. Это улов, конечно, маленький. Ой, маленькая. Тая словила какого-то головастика. Алиса, выходи погреться. Ты там сидишь уже целый час, вообще не выходит. Просто плавает со своим судочком, пытается рыбку поймать. Расскажу про стоимость входа. За 5 человек мы заплатили 90 евро. Это, конечно, очень много. Звучит так, как страшная сумма. Но за одного получается 20 евро. Тая 10 евро, Алиса зашла бесплатно. Ну и плюс сегодня праздничные дни. 3 дня подряд в Греции выходные. Я думаю, что праздничный тариф тут еще действует. А в будние дни, в обычные, наверное, немножечко дешевле. Покажу вам цены в меню в ресторане здесь на озере. Вот пицца Маргарита 12 евро. Пицца прошутто 14 евро. Есть детское меню. Тост вот с хумусом и авокадо 9 евро. Какие-то бургеры вот здесь 14-15 евро. Ну так, дороговато, я бы сказала. Кофе в среднем по 4,5-5 евро, а все коктейли по 12. Мохито, апероль и так далее. Вот мужчина последовал примеру моих детей. Тоже в ведро пытается рыбку поймать. Смешно. А сейчас хочу показать вам другую сторону озера, туда, куда мы не попали изначально, потому что там все шезлонги были заняты. Сравнили? А вот наша сторона, где мы, вон там дети ловят рыбок. Бабушка, Таня и Ася. Также вот здесь в самом конце пирса есть вот такие кроватки. И вот сейчас я дошла за угол до самого конца. Люди сюда не добираются, потому что они думают, что здесь ничего нет. А здесь есть такой вот закуточек, безлюдный относительно уголочек. Но почему-то резерв на всех шезлонгах, видимо, нельзя здесь находиться. И никого нет. И за буйки заплывать, соответственно, не разрешают. Посмотрите, какая потрясающая зона отдыха есть вот здесь над озером наверху. Меня заметил маленький человечек. Не, здесь нельзя, сказали, залазить, Доль, здесь нельзя. Мне здесь очень нравится. Я бы сюда обязательно вернулась еще раз. Он от меня уходит. Все, Алиса, все. Дети уже проголодались, мы заказали обед небольшой, пару пиц, сэндвич с картошкой фри, потому что больше особо здесь выбора нет. Водичку, сейчас Алиса покушает, захочет спать. Будем уже скоро уезжать, поедем тоже, наверное, сначала на автобусе и потом в метро. И, возможно, выйдем где-то поближе к Афинскому очень большому моллу, потому что Тая еще хотела себе что-то докупить. Ей на день рождения деньги подарили. Ну и потом уже будем возвращаться в отель. Идем, будем обедать, Тая, садитесь. Самый голодный человек. Папа, посмотри, как Алиса сама плавает на середине озера. Ты представляешь? А ты стоишь или нет? Молодец, сама гребет.
В 1988 году здесь произошел несчастный случай с группой дайверов, которые погибли во время декомпрессии всего в паре метров от поверхности. Их тела так и не нашли. Начали серьезные исследования пещеры в Ульягмене, и во время первого погружения на 30 метров был обнаружен проход, который ведет в подводный зал. Оказалось, что во время открытия пещеры образовываются опасные водовороты и сильные течения. Вот так. Видите скопление людей? Вон там. Это специальный помост. Садишься на него, и рыбки тебя облепливают, и ты балдеешь. Сможешь доплыть до меня? А ну давай покажи. Гребешь? Только панамку не утопи. А ну покажи, как ты плывешь до меня. Давай, давай, греби. Старайся. Мама, как рыбу зовут? Гара Руфа. Гара-руфа. Гара Руфа, это рыбки так называются. Матё, Гара Руфа. Посмотрите на эту скалу, вот кто что здесь видит. Собственно, вы уже поняли, почему не разрешается заплывать за эти белые буйки. Именно там начинаются подземные пещеры и туннели. День пролетел просто мгновенно, и мы возвращаемся в Афины. Детей сморило, спят абсолютно все. Позади меня только что увидела, как красиво луна заходит за горы. Это точно луна? Да. Полнолуние сегодня. И где-то там как раз Акрополь. Весь Акрополь виден с этой панорамной площадки в нашем ресторане, в котором мы сейчас, в нашем отеле. Если будете в Афинах, советую взять это местечко на заметку и просто вот обязательно оставить один день для посещения озера в Ульягмене. А сейчас всем спокойной ночи.